Всем привет и спасибо, что зашли на этот прекрасный, чудесный, замечательный канал. Кстати, на него можно еще и подписаться. Тем более тема сегодняшнего видео хороша, а это еще и повод лайк поставить. Короче, сегодня я буду создавать одежду для Зиппета аватара на iPad. Точно таким же способом ее можно создать на айфоне, смартфоне или планшете на базе Android, да на любом мобильном устройстве, которое технически способно работать в программах, о которых сейчас пойдет речь. Для начала нужно зайти на сайт Зиппета Studio, вы не заблудитесь, он самый верхний по запросу, и авторизоваться через QR-код у вас не получится, если вы заходите с того же устройства, с которого юзаете Зиппета. Поэтому следует авторизоваться через номер телефона или адрес электронной почты. Разумеется, перед этим вам ее нужно подтвердить в профиле своего Зиппета аккаунта, и я не знаю, стоит ли мне вообще говорить о таких вещах, ведь они затягивают видео, но судя по комментариям под предыдущим видео на эту тему, даже такие мелочи иногда вызывают затруднения. Сейчас показываю, где подтверждать данные. Заходим в профиль, это правая кнопка на нижней панели. После нажимаем на шестеренку, это в верхнем правом углу. Дальше самая верхняя строчка «Мой аккаунт», нажимаем на нее. Видим номер телефона, электронная почта, заходим туда, изменяем данные и подтверждаем их. Если вы подтверждаете адрес электронной почты, то вам приходит письмо с кодом подтверждения на эту самую почту. Короче, стандартная процедура, все как обычно, ничего нового. И да, Зиппета теперь частично переведен на русский язык, вы не заблудитесь, не потеряетесь, нажмете туда, куда надо. С этим разобрались, авторизовались на сайте, смотрим, выбираем шаблон для текстурирования. Видео я снимаю с iPad, и я не знаю, существует ли у этого сайта мобильная версия. На планшете сайт выглядит абсолютно так же, как и на мониторе компьютера, и все функции работают. Если вы зайдете со смартфона и вам вдруг откроется мобильная версия с ограниченным функционалом, то в настройках своего браузера переключитесь на версию для компьютера. Выбрала я себе шаблон для текстурирования и сейчас скачиваю архив, который должен появиться в загрузках. Из загрузок он попадает в файлы, ну или вы его сами туда переносите. Для iOS это стандартная программа, и если вы ее ранее удалили за ненадобностью, то скачайте заново в App Store. Для Android действия аналогичны. Файл появляется в загрузках, а из загрузок вы его переносите в папку, где вы обычно храните документы. Дальше нам нужно приложение для управления файлами Zip, RAR. Я использую вот это, оно бесплатное, да они практически все бесплатные. Скачайте себе любое, иконка которого вам придется по душе. Извлекаю документы из архива, и меня интересует файл с расширением PSD. Это именно тот файл, с которым я буду работать. Сейчас вам видно, что и куда я жму. Откройте в, сохраните в файлы. Вы можете, конечно, сохранить где угодно, но для меня этот шаг важен, потому что сейчас я вам покажу программу, в которой я редактирую файлы данного формата, а в ней можно открыть документы не из всех закоулков и потаенных мест iPad. Программа называется Sketchbook, и скачать ее можно в App Store и Play Market, и да, она бесплатная. Я специально взяла для обзора только бесплатные программы с расчетом, что видео, возможно, будут смотреть люди, которые впервые решили покреативить, и Sketchbook в таком случае отличный вариант. Если у вас установлен Procreate или другие удобные для вас программы, которые работают с файлами Photoshop, то, конечно, работайте в них. Открыла я Sketchbook, и если перед вами сразу после запуска программы появляется новый документ, то перейдите в галерею. Нажимаю на плюсик внизу экрана и выбираю «Создать на основе изображения», «Обзор», вспоминаю, где я сохранила документ и добавляю его в Sketchbook. Как видите, все слои шаблона на месте, у них те же свойства и режимы. Если вы впервые пользуетесь этой программой, то изучите ее, везде понажимайте, все прочитайте. Это займет у вас минут 10. Если вы умеете работать в Photoshop или похожих программах, то затруднений не будет, а если не умеете, то быстро научитесь. Здесь все легко и просто. Кстати, прошлым летом я уже снимала видео с этой программой, там я рисовала волосы для аватаров Avaken и IMView. Ну все,
можно творить, проявлять свою фантазию и талант. И если не знаете, с чего начать, то начните с простого. Я подготовила для вас 3 примера. Первый самый банальный. Скачиваем в Google картинках любую бесшовную текстуру, которая вам понравится, и добавляем ее в документ нижним слоем под слой с шаблоном. На нем еще стоит режим умножения. Ничего не меняйте в первичных слоях шаблона, там нет настроек от балды. Если вы жаждете экспериментов, то продублируйте слои или создайте дубликат документа. Но это такой вариант чисто для себя, он банальный, да и не вы автор этой текстуры, это не оригинальная вещь. И таких, к сожалению, в магазине Zipeta подавляющее большинство. Но чисто похвастаться перед мамой, какой вы крутой и умеете загружать текстурки в Zipeta, сойдет. Кстати, вы можете купить текстуру или взять бесплатную на стоках, но только внимательно читайте, какие у вас на нее права. Как правило, вещи с такими текстурами вы уже можете свободно продавать в своем магазине. Второй пример. Создайте простой принт с градиентом. У меня обычные геометрические фигуры с градиентной растяжкой на темном фоне. Получился симпатичный топ в стиле ретро-вейв. Хотя такой принт и прием уже юзали все, кому не лень, но потренироваться можно. И третий пример. Нарисуйте простой рисунок, можете даже обвести фото из интернета. Потому что нужно на чем-то учиться, практиковаться, высасывание идей из пальца – это глупо. Но если вы копируете, то не слизывайте подчистую, а добавляйте свои элементы. Исходник должен отличаться от оригинала на 90%, чтобы вас не назвали жуликом и воришкой. Скрываю лишние слои и сохраняю изображение. На верхней панели нажимаю на прямоугольник в левом углу, общий доступ, сохранить изображение. Оно сохраняется в папке с фото. Сам файл можно сохранить в галерее. Кстати, из галереи его можно экспортировать в формат Photoshop для работы в других программах. Сейчас я показываю, как загрузить вашу текстуру на сайт. Все, что мы раньше делали в Unity, теперь доступно на сайте. И под предыдущим видео на эту тему я давно об этом написала в закрепленном комментарии, но почему-то многие люди его не читают, но оставляют свои с вопросами: а что нам делать с Unity и что нам делать с Blender? Одна мадам даже пыталась открыть в Blender файл, которого в новых шаблонах просто нет. Пожалуйста, читайте внимательно всю информацию в закрепах под видео и на сайте Zipeta Studio, потому что это сэкономит ваше время и, возможно, ваши нервы. Zipeta развивается и очень быстро, они постоянно что-то обновляют, добавляют, поэтому не всегда вчерашняя информация актуальна на 100%. На сайт текстуру я загрузила в черновики, теперь можно запросить ссылку для предпросмотра на телефоне, добавить описание, категорию, цену и отправить на рассмотрение. Это я уже показывала в предыдущем видео на эту тему, ссылка в подсказках и в описании. По своему опыту скажу, что рассматривают вашу вещь от 2 дней до недели. Ответ на этот и другие частые вопросы я оставлю в закрепленном комментарии, поэтому обязательно почитайте. В мобильной версии комментарии находятся в самом низу под предложенными видео. Да, это неудобно, но YouTube решил иначе. Наверное, я уже все рассказала и показала. Подписывайтесь на этот чудесный, замечательный канал, на прекрасный Instagram, оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока.